Сегодня у нас на канале долгожданная 6-я серия о том, как мы заливали ленточный фундамент, вязали арматуру и собирали опалубку. Ну что, начнем по порядку. Кто не смотрел еще 5-ю серию, обязательно посмотрите. Там я рассказывал, как мы закупали материал, необходимый нам для строительства ленточного фундамента. Итак, материал был у нас на строительной площадке, и мы приступили к вязанию армокаркаса для ленточного фундамента. Схему того, как мы вязали армокаркас, добавлю в этом ролике, посмотрите, может быть, кому-то и пригодится. Учтя прошлые недочеты, мы стали делать каркас уже немного из другой арматуры, увеличив ее сечение. Нижний ряд арматуры мы выполнили из 14-го прута. Все последующие ряды были у нас выполнены из 12-й арматуры. Вертикальные стойки были выполнены у нас из 8-й арматуры с шагом 40 сантиметров. Ну а что касаемо горизонтальной арматуры, высота у нас шага была около 30 сантиметров между рядами. При помощи нивелира мы определили, что дальний угол у нас был ниже, чем наша нулевая точка, на 90 сантиметров, а две другие были ниже на 40 и на 60 сантиметров. Глубина траншеи доходила у нас до 1,5 метра. И тот формат, как мы вязали арматуру, мы посчитали, что он достаточно маловат, и решили добавить еще несколько прутов арматуры. Вы спросите, для чего мы сделали такую глубокую траншею 1,5 метра от уровня земли? В нашем регионе глубина промерзания составляет 1,5 метра. Но, как известно, скупой платит дважды, поэтому мы решили не рисковать и сделали на 1,5 метра глубину нашей траншеи. Вязание арматуры мы предпочли делать над траншеей, уложив перед этим бруски, чтобы можно было связать каркас и в последующем его опустить в саму траншею. Задача была непростая, но так как ребята были бравые и крепкие физически, это им удалось легко. После чего приступили к сборке опалубки из доски 40 на 150. Можно, конечно, было сэкономить и сделать из доски 25 на 150 или на 100, но такая опалубка достаточно слабовата и могла от большого количества бетона просто разъехаться, так как в конечном итоге нам пришлось еще вибрировать бетон, что мы и планировали. Ну а ту доску, которую мы используем для опалубки, в конечном итоге мы ее применим при сборке нашей крыши. Данные доски можно применить как для стоек, так и для самих стропил. Единственное, шаг стропил придется ставить не 60, как мы делаем обычно, а 40 сантиметров. После чего обработать эту доску огнебиозащитой, и она отлично подойдет для крыши. И самое главное, чуть не забыл. Наш зритель, оставивший вот этот креативный комментарий, свяжитесь со мной, и я отправлю вам 1000 рублей, как и обещал. Ну и по традиции, в конце этого ролика давайте оставим новый креативный комментарий со словом, к примеру, нивелир. Ну и самый креативный автор получит 1000 рублей от меня. Сборка опалубки и установка этих досок заняла порядка 3 рабочих дней. Там, где высота доходила 90 сантиметров, были самые-самые тяжелые щиты опалубки, что затрудняло время сборки, и было видно, как ребятам тяжело тащить эти щиты, так как собирались они в одном углу, а перетаскивали мы их совсем в другой угол. Интересно послушать ваше мнение, что вы скажете насчет того, как мы вязали арматуру, правильно ли была выбрана схема при вязании ленточного фундамента такого типа. Не обошлось, конечно, у нас и без косяка. В некоторых местах, где была собрана опалубка, защитный слой арматуры достигал 2 или 3 сантиметров, что было достаточно мало для такого каркаса. Попытались исправить эту ситуацию, но не везде это получилось. За это, наверное, минус, но непонятно минус кому. Мне что не разглядел или ребятам что пропустили, но ничего страшного, сделали так сделали. Других вариантов уже здесь не было. Разбирать же всю эту опалубку и не переделывать все это заново, так как работа была проведена колоссальная. Конечно, жалко, что опять допускаем ошибки, но куда деваться, все равно мы над ними работаем. Это уже лучше, чем не делать вообще никаких работ над ошибками. Ну и самый финал приготовления нашего фундамента. Мы купили кровельную пленку класса D и прошли ей по всему периметру фундамента с 2 сторон, чтобы хоть как-то сэкономить бетон, который будем принимать на нашем объекте. Так как трактор копает не идеально, очень много мест, где есть перерасход бетона. И в идеале, конечно, заливать фундамент от самого дна траншеи. Тогда получится расход меньше и качество будет намного выше.
Но это совсем другая работа, и расценка на такую работу будет в разы выше, нежели мы оплатили в этот раз. Итак, опалубка выставлена, арматура погружена в траншею, и нам предстояло поднять ее немного выше от уровня земли, чтобы бетон прошел под нижней частью наших прутов арматуры. Для этого мы использовали арматуру диаметром 3 и 4 мм, притянув каркас арматуры к верху нашей опалубки. Ну вот и настал заветный час X. Договорились с бетононасосом, договорились с миксерами и решили заливать с 8 утра. На наш фундамент мы насчитали 45 кубов бетона. Марку выбрали М250. В нашем регионе бетон с доставкой стоит 5500 рублей за куб. Интересно, сколько стоит в ваших регионах бетон? Напишите, будет интересно прочитать. Бетононасос со стрелой 14 или 16 метров, точно не могу сказать, но до самого края нашего фундамента, а фундамент, напомню, у нас длиной 14,5 метров, он достал без проблем. За смену берут 18 тысяч рублей. В смену входит либо 30 кубов бетона, либо 4 часа работы. Так как количество бетона у нас было больше, за каждый куб бетона плюсом еще 500 рублей мы доплачивали. Наверное, самая интересная и будоражащая рубрика, сколько мы потратили денег на этот фундамент. Подводим итог. В прошлой серии нам удалось потратить 246 090 рублей. В этот раз нам пришлось купить вязальную проволоку, на нее мы потратили 5200 рублей, так как я купил огромную бухту, килограмм 80, если не 90, посчитав, что эта цена очень-очень даже привлекательная. Если учесть, что стоимость килограмма проволоки у нас в регионе 120 рублей за килограмм, и здесь у нас вышло 80-90 килограмм, можно сказать, даже немного и заработали, купив эту проволоку. Все равно пригодится нам на следующих объектах. Пленка, которую мы укладывали в траншею, обошлась нам в 4200 рублей. Ну и самое интересное, 45,5 кубов бетона нам обошлись в 249 500 рублей. Бетононасос обошелся нам в 25 750 рублей. Стоимость работ по возведению такого ленточного фундамента обошлась нам в 159 250 рублей. В нашем регионе стоимость приемки бетона со сборкой опалубки и вязанием арматуры составляет 3500 рублей за кубический метр. Интересно, сколько в ваших регионах стоит такая работа? Напишите, будет интересно почитать. Будем знать, в какой регион лучше ехать, чтобы побольше можно было заработать. Итак, резюмируем. 689 990 рублей потрачено на нашей строительной площадке. 6-я серия позади, фундамент у нас залит. Теперь у нас следующая задача: черновой пол, выгребная яма, и нужно сделать подпорную стенку между нами и соседом. Оставайтесь на канале, дальше у нас будет много интересного. С нами вы узнаете, сколько будет стоить построить дом в 2024 году. Кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Серии стараемся выпускать раз в неделю, но тут как повезет. Может быть, будет чаще, а может быть, немного реже. Но в любом случае все этапы строительства специально для вас покажем. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья!